Здравствуйте, уважаемые рукодельницы! В данном видеоуроке будем вязать интересный двуцветный и рельефный мотив крючком, который можно вязать любого размера. Итак, использовать буду пряжу Yarnart Jeans, вот таких два цвета, и крючок номер 2,5. Итак, приступаем. Итак, начинаем с бордового цвета, делаем кольцо амигуруми, заводим крючок, захватываем нить, провязываем воздушную петлю, вытягиваем следующую петлю, и я вот таким вот образом провязываю первый столбик с одним накидом. Если у вас не получается, просто провязывайте 3 воздушные петли. Второй столбик и третий столбик. Далее провязываем 2 воздушные петли. Раз, два. И снова в кольцо вяжем 3 столбика с одним накидом. Раз столбик, 2, 3. 2 воздушные петли. Раз столбик, 2, 3. И еще 2 воздушные петли и 3 столбика. Раз, 2, 3. Стягиваем наше кольцо и закрываем первый ряд. Хорошо стянули. Закрываем, мы делаем накид и вершину первого столбика протянули 3 петли на крючке и провязали все вместе. Вот мы провязали первый ряд. Далее делаем воздушную петлю, вторую петлю вытягиваем, и вот таким вот образом я начинаю вязать второй ряд и провязываю так первый столбик. Опять же говорю, повторюсь, вы можете вязать просто 3 воздушные петли. Далее мы сейчас провязываем половину угла, провязываем еще один столбик и третий столбик. Вот наша половина угла, 3 столбика. Далее делаем 2 воздушные петли, идем в следующий угол и провязываем 3 столбика с накидом, 2 воздушные петли и 3 столбика с накидом. Так, далее снова 2 воздушные петли и идем в следующий угол, где мы провязываем 3 столбика с одним накидом, 2 воздушные петли и 3 столбика с одним накидом. Две воздушные петли, и нам остается довязать вот этот угол и половинку этого. Вот этот угол провяжите самостоятельно. Итак, довязываем наш второй ряд, провязываем 2 воздушные петли и довязываем наш угол. Половина угла у нас провязана, остается провязать только 3 столбика с одним накидом. 2, 3. Делаем накид, идем в вершину первого столбика, итак, 3 петли на крючке, и мы берем наш другой цвет. У меня это такой мятный, и закрываем уже этот ряд другим цветом. В принципе, вы, если хотите, можете обрезать бордовую нить, но у нас она далее будет встречаться, и в принципе, если можно делать небольшие протяжки с изнаночной стороны, то есть это по желанию. Так, перешли на новый цвет,
делаем воздушную петлю, вторую петлю мы вытягиваем и вот таким вот образом провязываем первый столбик. Далее провязываем еще один столбик с накидом и набираем 7 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Далее идем в центр, захватываем нить и провязываем столбик без накида. Разворачиваем наше вязание и по цепочке из воздушных петель мы провязываем 10 столбиков без накида. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Далее возле этих двух столбиков провязываем еще один, так как это наша половинка угла, вот, которая состоит из 3 столбиков. Но в данном ряду мы их провязываем таким образом. Вяжем 2 воздушные петли, в арку провязываем 3 столбика с одним накидом. 1, 2, 3. 2 воздушные петли. Далее в угол мы провязываем 1 столбик с накидом, набираем 7 воздушных петель. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Идем в серединку и фиксируем столбиком без накида. Разворачиваем наше вязание и по цепочке из воздушных петель мы провязываем 10 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. Далее в центре еще довязываем 2 столбика с одним накидом. Это получается у нас только половина угла. 2 воздушные петли. Снова 2 столбика с одним накидом. И набираем цепочку из воздушных петель 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Снова идем вот в эту серединку. Разворачивая вязание, обвязываем цепочку из воздушных петель, провязывая 10 столбиков с накидом. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Итак, и в угол еще довязываем 1 столбик с одним накидом, так как углы у нас по 3 столбика. Далее мы вяжем 2 воздушные петли, 3 столбика с одним накидом, 2, 3, 2 воздушные петли. И снова формируем также угол, как вот этот я вам показывала. Вот эти 2 угла провяжите самостоятельно. И потом еще провяжем половинку нашего первого угла. Итак, нам остается довязать еще половинку угла, который вот мы начинали вязание с него. Провязываем 1 столбик с накидом, 7 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И вот сюда, где мы половинку угла уже как бы в середину цепляли. Снова обвязываем 10 столбиками без накида. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И также в середину еще довязываем 2 столбика с одним накидом. Так, закрываем третий ряд, делаем накид и в вершину первого столбика 3 петли на крючке провязали вместе. Снова воздушная петля, вытягиваем и провязываем сюда в угол первый столбик с одним накидом. Мы будем провязывать по 2 ряда каждого цвета. Вот первые 2 ряда у нас был бордовый цвет, сейчас 2 ряда у нас будет мятный цвет. Далее снова переходим на бордовый. Половина угла мы довязываем еще 2 столбика с накидом, делаем 2 воздушные петли. А далее каждый ряд, вот смотрите, мы будем увеличивать. Вот если у нас на грани было 3 столбика, то мы будем увеличивать каждую грань еще на 4 столбика с накидом. 2 здесь, 2 здесь. 2 провязали, 3 провязываем над 3 столбиками предыдущего ряда. И еще остается провязать 2. То есть далее каждый ряд у нас будет, каждая грань будет увеличиваться на 4 столбика. Здесь было 3, 7, в следующем 11 и так далее. 2 воздушные петли и угол провязывается точно так же. 3 столбика с накидом, 2 воздушные петли и 3 столбика с накидом. А далее 5-й ряд у нас снова будет бордовым, и в следующем ряду мы будем снова делать вот такие арки. 2 воздушные петли. Этот ряд довяжите самостоятельно, здесь ничего такого сложного. Далее будут 2 воздушные петли и 7 столбиков с накидом. 2 воздушные петли и угол, как обычно, мы провязываем. Итак, довязываем наш 4-й ряд, делаем накид, довязали еще половину угла, накид, в вершину первого столбика 3 петли на крючке и закрываем бордовым цветом, так как я говорила, что мы каждым цветом вяжем по 2 ряда. И через ряд мы делаем вот такие арки, то есть вот предыдущий у нас этот мятный мы делали арку, потом вяжем простой ряд. В данном ряду мы снова будем делать арку. Так, провязываем первый столбик, второй столбик и делаем арку. 7 воздушных петель, 3, 4, 5, 6, 7. И спускаемся, вот этот ряд пропускаем на ряд, который ниже. Я специально так чередовала цвета, чтобы бордовые арки спускались у нас на салатовые, так чтобы было красивее. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Так, довязываем еще в угол 1 столбик с накидом. Далее, как обычно, мы провязываем 2 воздушные петли. И каждую грань, как я и говорила, она у нас увеличивается на 4 столбика с накидом. То есть было 7, станет в этом ряду 11. 2 провязали. Потом провязываем по прямой 7.
2 воздушные петли и угол формируем с арками. 1 столбик провязав, мы провязываем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Спускаемся на первый салатовый ряд, ну то есть на первый ряд, который был провязан мятным цветом, мятным. Делаем арку, обвязываем 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Далее провязываем 2 столбика с накидом, 2 воздушные петли и 2 столбика с накидом. 1, 2. Снова 7 воздушных петель. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Сюда же делаем обвязку. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и еще в угол 1 столбик с накидом. Все, вот такие получаются у нас арки. Смотрите, вот у меня связан уже мотив, да. На каком мы сейчас этапе? Мы сейчас на этом этапе, когда мы создаем арку и провязываем 11 столбиков без накида. Следующий ряд мы тоже будем вязать бордовым цветом, но уже не провязывая арку вот эту. То есть мы их чередуем и по 2 цвета, по 2 ряда каждого цвета. Потом у нас снова пойдет мятный цвет, по прямой количество столбиков увеличивается снова на 4 и так далее. И уже когда мы начинаем мятным вязать, мы снова делаем арку. И у нас получаются вот такие интересные мотивы, которые, в принципе, можно делать такого размера. Можно делать вот так вот на уровне просто бордового цвета, когда мы связали, и соединять между собой. Как соединять? У меня есть несколько видеороликов, я оставлю ссылку в описании. А в принципе, если вязать большого размера, то получится довольно-таки красивая наволочка на подушку. А тыльную сторону можно связать каким-нибудь одним цветом и без этих арок. Так что, если была полезна в данном видеоуроке, с вас, пожалуйста, лайки. Всем пока-пока.